Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Обещанный ролик, как сделать стяжку от А до Я, все этапы. Прежде чем начать ролик, я хочу сказать, что начинаю активно развивать Instagram, и именно туда я буду выкладывать все фотографии выполненных работ и готовых объектов, а также, в принципе, другую полезную информацию. Поэтому подписываемся, вот адрес, также будет ссылочка в описании, и еще ссылочку можно найти в шапке канала. Первый этап – это уборка и обеспыливание. Несмотря на свою простоту, очень многие строители пренебрегают этим процессом. Считая, что если заливается стяжка, то можно залить мусор и пыль. Ничего страшного не будет. У некоторых из товарищей это происходит из-за отсутствия пылесоса, другие просто ленятся. Пыль и мусор на основании создает дополнительный риск, стяжка может отслоиться. Второй этап – грунтовка. На этом этапе повышается адгезия основания, связывается оставшаяся пыль, уменьшается впитываемость основания, что важно для стяжки. Нанесение производится валиком или методом распыления при помощи краскопульта. Грунтовку можно наливать прямо из канистры и затем просто раскатывать валиком по всей площади. Грунтовки есть разные, поэтому следуйте инструкции, которая написана на упаковке. Третий этап – поиск самой высокой точки. Самый простой способ найти нужный уровень – это использование лазерного осипостроителя и обычной рулетки. Если у вас нет лазерного осипостроителя, то можете использовать обычный пузырьковый уровень. Ставите лазер на высоту 1 метр, затем рулеткой или складным метром проходите по комнате. Если на рулетке сантиметры уменьшаются, например, возле уровня 100 см, а в углу 99, то значит угол выше на сантиметр контрольной точки. Если наоборот сантиметры начинают увеличиваться, в углу 101 см, то значит там яма. Четвертый этап – демпферная лента, ее еще называют береговой. Для тонкослойных стяжек я использую ленту толщиной 5 мм, а для полноценных толстых стяжек использую ленту толщиной 10 мм. В данном случае используется лента рулонного типа из вспененного полиэтилена толщиной 5 мм. Если у вас стены из относительно мягкого материала, гипсовая штукатурка, гипсокартон или дерево, то тогда монтаж производится при помощи степлера. В нашем случае бетонные плиты, поэтому приклеиваем при помощи силикона. Он наносится точечно у основания, для того, чтобы не пачкать стену. Часть демпферной ленты вместе с силиконом останется в стяжке. Демпферная лента нужна для того, чтобы компенсировать линейное расширение, также улучшить шумоизоляцию. Плюс ко всему она помогает не испачкать стены при заливке стяжки. Обязательно демпферной лентой обвязываем трубы отопления, которые идут из пола. Пятый этап – выбор и раскладка маяков. Маяки для тонкослойной стяжки я использую толщиной 6 мм. Если стяжка более толстая, то целесообразно использовать маяки 10 мм. Они жестче. Ширину полоски делаю не более чем на 1,5-метровое правило, скорее даже 1,20 м, 1,30 м. Если делать полоски для стяжки слишком широкие, то во время стягивания правило прогибается и выгребает середину. Ничего не отмеряю, просто накладываю маяки друг на друга с небольшим запасом и прорезаю болгаркой, тем более, что часто края маяков погнуты и в любом случае их надо подрезать. Для удобства прочерчиваю линию карандашом вдоль маяков, потом будет удобно наносить ляпики из раствора. Шестой этап – установка маяков. Маяки буду устанавливать при помощи лазерного осипостроителя и обычного угольника. Это самый простой вариант. Если у вас нет лазерного осипостроителя, то вы можете устанавливать маяки при помощи обычного пузырькового уровня. Вкручивать в основание плиту дюбеля, отверткой регулировать уровень и пузырьковым уровнем, как мостиком, выставлять нужную высоту по всей площади. Но в наше время стоимость лазерного нивелира невелика. Если вы даже делаете ремонт один раз для себя, то такой уровень стоит купить. Он вам потом просто пригодится в хозяйстве. Еще один важный момент. В данном случае я устанавливаю маяки на гипсовую штукатурку Родман. В моем случае в сухой теплой квартире ничего с этой штукатуркой не будет. Почему такая штукатурка? Потому что она липкая, хорошо держит форму и на нее удобно выставлять маяки. Получается очень точно. Если вы выставляете маяки на улице, на фасаде, на террасе, в подвале, где влажно, в санузлах, то, конечно же, лучше выставлять маяки на цементный состав. Например, цементную штукатурку, смешанную с плиточным клеем, или пескобетон, смешанный с плиточным клеем. Или использовать для установки крепления для маяков, например, такие. В промежутках между ляпами маяки прогибаются, поэтому их нужно дополнительно подмазать.
Седьмой этап – выбор материала для стяжки. Это очень важный этап, потому что от этого этапа зависит качество вашей стяжки. Есть два варианта. Первый вариант – это отдельно купить песок и цемент и самостоятельно все это смешать. И второй вариант – купить готовую смесь от надежного производителя. Из плюсов в первом варианте, возможно, получится дешевле цена раствора. Почему возможно? Потому что чаще всего рядовой обыватель не учитывает много факторов, которые влияют на конечную цену. А именно транспортировка, хранение, удобство работы, время исполнения работы и качество материала. Мешать такой раствор на объекте крайне неудобно и долго. У второго способа, когда вы покупаете готовый состав, гораздо больше преимуществ, при условии, что это хороший продукт. Удобная транспортировка, быстрый замес, стабильное качество раствора и выверенный в лабораторных условиях состав. Замес производим обычным миксером по инструкции. Если мы будем мешать раствор для стяжки дрелью или перфоратором, скорее всего, что он сгорит. Для этого нужно использовать специальный строительный миксер. Еще как вариант, если у вас большие объемы, можно использовать бетономешалку. На всех последних объектах я использовал этот пескобетон. У него прочность М300 и хорошее соотношение цена-качество. Если у меня стяжка от 2 см и выше, то тогда я использую пескобетон в чистом виде. Если стяжка меньше 2 см, то на 20% разбавляю пескобетон хорошим плиточным клеем. Плюс делаю контактный слой из плиточного клея. Восьмой этап – залитие стяжки и контактный слой из плиточного клея. В одном из своих последних роликов я показывал самодельную виброрейку. Последние две квартиры были стянуты именно этой рейкой. Это очень удобно, а главное повышает качество стяжки. Перед заливкой стяжки наносится контактный слой из плиточного клея. Самый простой способ нанести клей – это раскатка валиком. Ждать высыхания клея не надо, сразу заливаете стяжку. Клей дает хорошее сцепление основного раствора с плитой. Плюс он предотвращает уход влаги в основание. Выливаете стяжку и мастерком равномерно распределяете раствор по всей поверхности. Затем виброрейкой разравнивайте и одновременно утрамбовывайте пескобетон. Качество получается лучше, чем если это делать руками. Во-первых, сам раствор лучше утрамбовывается, во-вторых, получается гораздо ровнее и самое главное, легче, не надо стоять на корточках. Таким образом начинаю стягивать всю комнату. Сначала наношу клей валиком, затем сверху заливаю стяжку и разглаживаю виброрейкой. Пескобетон мешается в соседней комнате, потом просто переносится на место заливки. Для облегчения работы бывает используем тележку с колесиками. Мешать можно непосредственно на месте, но я так не люблю делать, потому что много пыли. Если вам кто-то мешает стяжку, то сама заливка происходит довольно-таки быстро. Комната заливается за 1,5 часа. Так выглядит залитая стяжка. Сразу хочу предупредить, что не надо пытаться идеально ровно залить. На следующий день стяжка все равно будет подрезаться. Какие-то мелкие неровности и переходы, все это можно оставить. Девятый этап – подрезка стяжки. На следующий день уже возможно техническое передвижение по стяжке. И важно в этот момент стяжку подрезать, пока она не набрала прочность. Если она наберет прочность, то вы уже стяжку подрезать не сможете. Скорее вы сотрете правило. Подрезается стяжка обычным правилом по маякам. Снимаются все неровности, бугры и какие-то дефекты, которые были допущены во время заливки. После подрезки весь мусор убирается, все надо пропылесосить. Десятый этап. Демонтаж маяков или компенсация усадки стяжки плиточным клеем. На следующий день стяжка немного проседает и получается так, что торчат маяки. Есть два варианта исполнения этого этапа. Можно демонтировать маяки, почистить стяжку и просто замазать бороздки от маяков. И второй вариант, когда вы выставляли маяки точно по высоте. Допустим, вам было нужно свести несколько напольных покрытий, плитку и паркет. И вам важно сохранить этот уровень. Тогда усадку стяжки мы компенсируем плиточным клеем, просто второй раз стягиваем всю площадь.
Это происходит быстро, так как слой очень тонкий. Когда клей схватится, его тоже надо будет подрезать. 11-й финальный этап – уход за стяжкой. После того, как вы залили стяжку, за ней надо ухаживать, а именно поливать водой. Самый простой способ – это полить водой и накрыть пленкой, и заниматься другими отделочными работами. Проектную прочность стяжка набирает за 28 дней. Это были простые советы о том, как сделать стяжку. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем хорошего настроения, до новых встреч! Through the thick and thin.